Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Как всегда, начинаю видео с красивого. Сегодня это у меня тыквы. Это сорт желтый банан, то есть розовый банан. Сначала они желтенькие, когда начинают расти, длинненькие, как бананчики, а потом вот начинают розоветь. Сегодня буду разбирать эту грядку от тыкв. Клубника, клубничные усы, которые я посадила, потихоньку приживается. Я их вот еще раз полила. Ну, я из лейки старалась в дырочки в эти влить, потому что почему-то этот геотекстиль не особо-то пропускает воду, не особо промокает. Она по нему прямо как-то скатывается. Помидорная теплица. Помидоры пока живы. Там одно растение вот пожелтели листья, но пока что без пятен. Все-таки помогает этот родомил, которым я уже 2 раза опрыскала, а при этом уже все было в пятнах, фитофторов во всей красе. Девочки, прямо спасение. Я даже не знала, что можно от фитофторы как-то вылечить растения. Ну, пока, по крайней мере, уже, наверное, почти месяц прошел с тех пор, как они заболели. Ну, и черные помидоры были, а сейчас вот не чернеют. В огуречной теплице у меня все классно, темно, их надо ходить пригнувшись. Я иду и снимаю в 3 погибели, потому что по башке все бьет, вот эти все свисающие растения. Мамардика совсем поздно, я даже не знаю, успеет ли она созреть в этом году у нас. И прямо мало очень плодов, цветет еще вовсю. Ну, когда к Новому году будет, как елочные игрушки, висеть в теплице оранжевые. С этой стороны кивана. Тоже в этом году не так много. Ну, я как-то, если честно, не особо в этом году занималась кивана. Поздно очень обрезала их, эти пасынки все. И как-то они так вот, и прямо что-то и листья у них желтые. Но еще завязываются кое-где. Желтенькие цветочки видны там вот в глубине, если вы посмотрите. Это не от огурцов, это именно кивана, по-моему, цветет. Вот, вот они, колючие. Ну, не особо-то они прям вот, чтобы прямо вот, не как бананы, которые съедаются моментально, но тоже для разнообразия можно. Малина моя начала прям плодоносить. Надо сегодня, наверное, ее собирать будет. Может быть, и не очень надо. Не знаю. Но все равно какая-то часть ягод надо собрать, потому что, ну, а чего они висят просто так? Ну, вроде как есть спелые. Что-то фокус никак не ловился. Вот здесь вот у меня кусты малины, которые не плодоносят. Их надо выдрать. Пусть растут те, которые плодоносят. А я хотела посмотреть вместе с вами редьку. У меня вот с краю малины, так как я в этом году только пересадила сюда малину, и она не особо разрослась, я посадила редьку черную. И такая ботва у нее, ну, не очень видно. Ну, так, не очень-то и большие редьки. Но они еще будут расти, я так понимаю. Они допоздна растут. Ну, в смысле, до самых холодов. Не знаю. Все-таки они крестоцветные, как редиска. Тепло любят. Долго. Ну, пока мне очень большие не нужны. Мне хранить негде. Погреба у меня нету. А в холодильнике, в отделениях для овощей, все будет и так забито морковкой да свеклой. Вот эта проплешина, здесь сено лежало. Я хочу здесь раскопать еще одну клумбу, но я не знаю, когда дойдут у меня до сюда руки, и дойдут ли они в этом году или хотя бы весной. Но весной и так очень много работы все время. По идее, бы с осени. Но если успею все поделать, с каждым днем все меньше работаем, то выкопаем что-то, то выдернем, то уберем. Глядишь, и будет все хорошо, и успею. Бамию, наверное, выдернуть уже пора. Мне кажется, я не дождусь уже в этом году даже одного стручка, если только 30-градусная жара не начнется, как в прошлом году, в октябре. А это у меня сливы, я из Брянска привезла. У меня есть сливы, но у меня все, вот как называют, венгерки, которые вот такие красноватые, а это с желтыми ягодами.
Я надеюсь очень, что она вырастет и будет у нас плодоносить, не загнется, как многое, что у нас загибается. У нас тут очень высокий уровень грунтовых вод, поэтому не знаю, будет расти или нет. Винограда много, но он еще кислый. И очень хочется, чтобы он созрел, потому что столько кислятины мы не съедим. И угощать кого-то кислым виноградом тоже как-то не камильфо. А так, конечно, красота висит. И птицы, самое главное, на него пока не налетают. Они тусят у соседки на участке. Соседка горчицу посеяла, и все птицы там тусят сейчас. Горчицу из ее грядок клюет. Только чириканье слышно. Но, не знаю, может быть, забыли они, что здесь у нас виноград. Ну и слава богу, что забыли. Этот угол у меня вообще никакой не ухоженный. Все травой зарастает, здесь тенек. Раньше у меня тут грядка была с петрушкой, ну и она тоже уже травой заросла. Не знаю, руки никак не доходят до этого угла. Вот там вот у меня в самом углу слива и куст смородины еще рядом с виноградом. Но их не видно за травой. И с обочины, там с дороги, с обочины постоянно лезет сныть. И вообще все подряд. Там малина была вдоль забора, и то она пропала. Здесь тоже вот под яблоней никак тоже ничего не росло, потому что тень постоянная. Тут же еще яблоня еще одна была. Ежевика еще висит немножечко, остатки роскоши. Я не ем ее сама. Смотрите, тыквы уже убрала. Уже ботву убрала. Нашла еще 3 маленьких бананчика. Надо попробовать их пожарить, как кабачки в кляре с чесноком. Интересно, что получится. Они еще молодые, у них крахмала много, они как картошка будут. Ободрала все помидоры, которые здесь были более-менее приличного размера. Они еще цветут, ну не знаю, посмотрим. Я уже и то рада, что середина сентября, а они еще у меня растут. Я думала, все уже, и на уличные давно выдрала, и с этими попрощалась. Но, слава богу, хоть что-то собралось. И они вот не должны чернеть, потому что листья пока не пятнами. Все, которые были пятнами, я обрезала давно. Грядка, где батат у меня рос, я решила, а что я ботву буду в компост? Покидаю ее назад на грядку. Будет в качестве мульчи, хотя бы меньше сорняков здесь будет расти. С капельным поливом не знаю, что делать. Вот эти ленты так вот в уголок как бы собрала. Может быть, их в пакет на зиму сложить, да и будет хорошо, потому что они не засорились совсем. Капельки из них капают, и на будущий год вся эта система пригодится. Возможно, я батат сюда же буду сажать. Здесь вот усы, вторая грядка, где я клубничную делала новую грядку. Там укрытая грядка, это кабачки, которые в июне в конце посадила. А сегодня уже новый день, прошло несколько дней с прошлой съемки. За это время погода была и дождливая, и вот сегодня 27 градусов жары, а завтра обещают 13. Я уже перекопала вот там, где тыквы я удалила. Вот с этой стороны у меня, там, где у меня, что тут у меня было, я уже не помню, что тут было, но я тоже перекопала и морковной ботвой закидала. И вот там, где была морковка, полгрядки взошло, я тоже все перекопала. Клубника здесь, конечно, одна осталась, грядка у меня не обработанная. И так она и пойдет в зиму, я даже обрезать ее не буду. Так, самую большую траву выдрала, самые большие растения. Я сегодня в шляпке, потому что солнце очень печет, а я копаю. И это я показала, как у меня усы клубничные приживаются. Дальше вот бамию я хотела вам показать. Если не знать, что она должна быть зеленая, а без таких вот светло-желтых листьев, то выглядит очень декоративно, а так, конечно, обидно. Маргаритку вам нашла. Муж меня не косил уже очень давно. Так, это то, что после тыквы я вскопала. В помидорной теплице все пока хорошо, никто не болеет. Единственное, пожелтели листья, вот там в углу 2 растения я выдрала с совсем желтыми листьями. А так помидорчики продолжают потихоньку нарастать. Но я думаю, сейчас с похолоданием все это дело, конечно, прекратится. Но хотя бы сегодня все хорошо и хорошая погода. Малинка
зреет. Топинамбур не копала, не знаю, может его в зиму так оставить, не копать, обрезать просто вот эти вот цветы нарядные, стебли. В огуречную теплицу я захожу, очень пригнувшись, потому что все здесь заросло. Но уже тоже, знаете, как с холодной погодой не очень-то все и растет. Ого, я забыла огурец. Не заметила, он за этой палкой спрятался, которая у меня поддерживает веревки. И огромный вырос. Да, ну ладно, будет огурец. Еще один сразу сорву в карман, сую все это дело. И вот здесь вот маленький какой-то уже неправильной формы. Так, тут у меня что еще? Поискать надо. Может, еще где что. Ну, скоро все это выдеру. Я уже даже не хочу здесь ничего делать, потому что скоро похолодание. Ну, у нас октябрь. Вообще-то сегодня уже 20 или 21 сентября. 21 сентября сегодня. В принципе, можно все выдирать и спокойно заниматься рукоделием. Видите, какие перчики мне от сестры достались? Какие-то ребристые, острые. Мамардика все еще не зреет у меня никак. Может, сегодняшний день ей поможет. Толчок даст к созреванию. Она не знает, что скоро зима. Вот эти желтые листья, это я в этом году пробовала люфу посадить в огуречной теплице. И там вот, где тыквы у меня были около забора, я тоже люфу сажала. Но так она и не выросла у меня. Так эксперимент и не получился. Это вот еще одна теплица. Ничего здесь не меняется. Единственное, что опять начало все цвести, вторая волна цветения. И у меня на листьях опять появились какие-то козявки зеленые маленькие. Все жрут, листья черные после них. Какая-то слизь остается еще непонятная. И на перцах, и на баклажанах. Ну, я уже тоже ничем не брызгаю, потому что, ну, нафиг уже все это надоело. Наверное, как и вам на огороде уже надоело. Это я вот перекапываю там, где картошка росла после мужа. Сорняки удаляю. Там вот грядка кабачков у меня, где я сажала там очень поздно кабачки. Но я хочу сказать, смысла нет сажать позже, там продлить как-то плодоношение. Это я вот картошку кидаю сюда, которую нахожу после мужа. Мелочь всякую. Точно так же они все листья в мучнистой росе, только что сами растения не такие мощные, не успели развиться. Кабачки растут на них худо-бедно, не на всех, конечно, кустах. И точно так же, как и на тех, которые старые, они тоже в мучнистой росе, и на них растут маленькие кабачки, еще продолжают. Это вот после морковки выкопанной я тоже перекопала уже грядку. Ну и здесь клубника пересаженная, усы. Это грядка после батата, ботвой закиданная. Так и не убрала я еще эти все ленты капельные. Что, ну вот, те же самые кабачки, которые большие, но просто им даже теплее, наверное, здесь, когда у них ботвы много. Тоже последние денечки доживают. Я вот все эти грядки, где кабачки, я планирую, когда выдержу кабачки, я сюда буду сажать чеснок. Поэтому надо их уже готовить. Наверное, завтра я уже буду выдирать. А завтра 13 градусов, уже будет холодрыга. Надо будет, я сегодня в маечке и шортиках, а завтра буду в куртке и толстовке все это делать. Ну ладно. Самое главное, что я примерно все успеваю, как я и планировала, кроме того, что я не успеваю на рукодельном канале ничего делать. Ну и виноград. Я же очень жду, когда он созреет, и я надеюсь, что сегодняшний день он уже более-менее сладкий. Уже некоторые прям совсем сладкие, прям очень сладкие. Такие желтенькие ягодки, которые... Я даже поворачиваю кисти, потому что некоторые кисти с одной стороны уже пожелтели, и я поворачиваю другой стороной кисть, чтобы и вторая часть с ягодами тоже солнышко поймала. Но есть вот такие вот кисти вот этого красного винограда, которые уже созрели. Я в первый раз за 5 лет, которые вот этот виноград я выращиваю, я попробовала, какой он должен быть, потому что он вызрел впервые. У него очень тонкая кожица и всего одна косточка. Не все, конечно, еще созрели, но я думаю, они дойдут даже если будет съесть, не удержалась. Я иногда иду так мимо кисточки и выщипываю самые спелые ягодки. Вот, так что
Это очень прекрасная новость, что у нас наконец-то вызрел виноград, потому что кислый мы не хотим есть. Ну, и дарить, угощать кого-то кислым тоже неинтересно. Так что прямо красота, посмотрите, какая красота. Если бы еще снизу прополото было не такой слой травы, ну ладно, это я себе прощаю. И так я как, не знаю кто, как рабыня Изаура тут на этой фазенде. Короче, дел еще полно, но я не унываю. Дорогие друзья, если вам нравится такой формат видео «Экскурсия по даче», ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.